Когда казалось, что экранам смартфонов больше некуда расти, производители мобильной электроники сделали неожиданный поворот. В продаже появились сразу несколько складных гаджетов, все как один в топовом сегменте. Пока они остаются экспериментальными моделями, которые производятся мелкими партиями и продаются дороже классических флагманов. И все же складные смартфоны перестали быть фантастикой, они представлены на полках магазинов и в онлайн-каталогах. В этом видео поговорим о лучших моделях складных смартфонов, которые можно купить в 2022 году. Но для начала нужно ответить на несколько важных вопросов. Самый популярный формат в начале 2020 года – гаджеты с вертикальным шарниром. Складываясь пополам, они становятся похожими на старомодные телефонами с толстым корпусом, а в раскрытом состоянии получается настоящий планшет. Диагональ складного дисплея может превышать 8 дюймов. Обычно у таких моделей есть дополнительный наружный экран, который используется для приема звонков, управления музыкой, проверки времени и выбора ракурса при съемке селфи. Впрочем, некоторые модели обходятся и без него, альтернатива – классические раскладушки. По конструкции они похожи на кнопочные телефоны родом из 2000-х. В них складной экран разделен горизонтальным шарниром. Такие модели получаются легкими и компактными. Они также могут оснащаться дополнительным дисплеем, но его диагональ редко превышает 2,5-3 дюйма. Многие производители даже используют черно-белые матрицы, стараясь придать продукции ретро-шарм. Первые серийные образцы вызывали опасения у экспертов и рядовых пользователей. Некоторые из них были вполне обоснованы. Больше всего проблем вызывали экраны, которые требовали аккуратного обращения. Плавно закрывать шарнир и регулярно удалять пыль вместе сгиба. Современные складные смартфоны – третье поколение инновационных гаджетов. Производители успели решить большинство проблем. Можете пользоваться ими так же, как и обычным телефоном, без особых правил ухода и эксплуатации. Надежность не вызывает вопросов. Независимые исследования показывают, что экраны выдерживают до 150-300 тысяч складываний, что соответствует 5-7 годам службы устройства. Благодаря новым материалам шарниры стали прочнее, а корпусы тоньше. Такие смартфоны очень удобны в использовании. Впрочем, некоторые минусы остались. Современные технологии пока не позволяют избавиться от них до конца. Вместе сгиба изображение слегка тускнеет, что особенно заметно при средней яркости дисплея. Телефоны шарнирной конструкции не ставят рекордов и по времени автономной работы. Зачастую они показывают очень даже скромные результаты из-за огромных размеров экранов. Остаются в силе и некоторые правила осторожного обращения. К примеру, если попытаетесь закрыть устройство со скрепкой или другим твердым предметом внутри, на дисплее могут остаться следы. Итак, давайте посмотрим, какие складные смартфоны уже можно приобрести без всяких опасений. Смартфон получил складной экран, созданный по технологии Dynamic AMOLED 2X. Он умеет автоматически регулировать частоту обновления. 120 Гц в играх, 90 Гц в меню и 60 Гц в сериалах. 30 Гц в классическом кино и всего 1 Гц при чтении электронной книги. Такое решение помогает компенсировать высокое энергопотребление. Даже при интенсивном использовании гаджет продержится до вечера. Впрочем, если придется заряжать его, процесс не отнимет много времени. Благодаря блоку питания мощностью 25 Вт увидите отметку 50% всего через 25 минут, а 100% через 1,5 часа. Самый интересный режим работы, когда дисплей раскрыт наполовину и корпус оказывается согнутым на 90 градусов. Верхняя половина остается экраном, а нижняя превращается в панель управления. Запустив приложение камеры, получается доступ к профессиональным настройкам, текстовый редактор к виртуальной клавиатуре, видеоплеер к перемотке, регулировке скорости и другим инструментам. Интересно, что внутри есть селфи-камера, хотя ее и не видно. Она расположена не в вырезе, а в экране. Матрица над ней может становиться прозрачной, превращаясь в линзу. Качество изображения пока уступает традиционным решениям, но такая идея помогает использовать всю площадь дисплея в любом режиме работы. Производитель неспроста отказался от серии Note. Ее место заняли складные смартфоны Fold. Именно для них теперь доступны стилусы S Pen, которые продаются отдельно. Можете выбрать и базовую модель, и продвинутую Pro. Последняя поддерживает управление жестами на расстоянии до 5 метров.
Ее можно использовать для управления презентациями, спуска затвора камеры, регулировки громкости музыки и активации голосового помощника. Классическая раскладушка – один из лучших имиджевых смартфонов 2022 года. В отделке этой модели используются материалы премиального уровня. Шарнир и рама изготовлены из аэрокосмического алюминиевого сплава. Благодаря исключительной твердости оставить на нем царапины очень сложно. Такие же характеристики предлагает и закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus, которым покрыта остальная часть корпуса. А еще устройство соответствует стандарту IP68. Оно выдерживает 30-минутное погружение в воду на глубину до 1,5 метров. Наружный экран смартфона маленький, чуть меньше 2 дюймов. Его основное назначение – показывать номер входящего вызова, содержание сообщений и текущее время. А еще можете использовать его, чтобы делать селфи на основную камеру, получая фотографии высокого разрешения. У складного дисплея внутри классическая диагональ 6,7 дюйма, а вот пропорции необычные. Благодаря вытянутой конструкции удобнее читать, листать веб-страницы и общаться в мессенджерах. Шарнир здесь изящный и тонкий, поэтому линия сгиба почти не видно. Если гаджет согнуть на 90 градусов, нижняя половина превратится в удобную подставку. На нее выводятся кнопки управления камерой или плеером, а вот виртуальная клавиатура недоступна. Зато при установке в таком положении гаджет автоматически принимает звонок в режиме видеочата или присоединяется к конференции с включенной камерой. Китайская компания присоединилась к созданию складных смартфонов чуть позже, но достигла отличных результатов. Внутренний экран гаджета покрыт двухслойным полимером, позволяющим обойтись без защитной пленки. Он же защищает дисплей от царапин, которые могут оставить частички грязи при быстром схлопывании. А вот частота обновления чуть ниже, чем у конкурентов, не более 90 Гц. В отличие от Samsung, Huawei делает акцент на камеру инновационного устройства. Здесь использованы все фирменные технологии компании. Перископический объектив позволяет делать фотографии с 5-кратным зумом без потери качества. Сенсор захватывает намного больше света, дает лучшую цветопередачу по сравнению с привычной RGB матрицей. Отдельный кинематографический объектив с ультрастабилизацией помогает записывать видео на уровне экшн-камер. Huawei подчеркивает, что ее складной смартфон почти ноутбук. На 8-дюймовом внутреннем экране можно запускать 4 приложения одновременно. 2 из них размещаются в фиксированных окнах справа и слева от шарнира, а еще 2 плавающих, которые можно расположить в любом удобном для вас месте. Если ведете активную переписку, контакты собеседников будут отображаться в пузырьках поверх других изображений. Прикоснувшись к ним, перейдете к общению за долю секунды. Еще одна особенность модели – видео можно открывать в 4 окнах одновременно. Это удобно, если вы занимаетесь редактированием и ставите временные метки, или если хотите взглянуть на одно событие с разных ракурсов. Серия Mix всегда оставалась для китайского производителя платформой, в которой он демонстрировал самые смелые эксперименты. Складной смартфон не стал исключением. Начнем с того, что это единственная модель в своем классе, поддерживающая технологию HDR10+, и соответствующая требованиям Netflix. Изображение на ее экране выглядит таким же красочным и реалистичным, как на телевизоре премиум класса. Для этого максимальная яркость OLED-дисплея увеличена до 900 нит. Чтобы компенсировать повышение энергопотребления, инженеры Xiaomi установили батарею емкостью свыше 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 50% за 15 минут и на 100% за 37 минут. Корпус из сверхпрочной нанокерамики выглядит привычным решением. Царапины на нем оставит разве что очень острый нож. Материал не боится контактов с ключами и другими твердыми предметами. А вот камера с жидким объективом куда более интересная деталь. Она повторяет принцип действия человеческого глаза. Форма линзы меняется, позволяя выбрать подходящее фокусное расстояние. Благодаря этому можете плавно регулировать зум от 1 до 3 крат. Плюс использование одной матрицы, прогнозируемое качество изображения независимо от формата. Впервые в смартфоне установлены 4 мультимедийных динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Раньше видели такую аудиосистему только в планшетах. Фирменная оболочка MIUI доработана с учетом складной конструкции гаджета. Теперь в ней есть десктопный режим.
Раскрыв смартфон, получаете такой же рабочий стол, как и в Windows или OS X. Приложение можно открывать в плавающих окнах, перемещая их по всему дисплею и накладывая друг поверх друга. Складной смартфон американского бренда стоит дешевле конкурентов. В нем используются не флагманские комплектующие, а железо среднего уровня, в том числе процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Да и по объему памяти он ближе к классическим телефонам, чем к экспериментальным моделям. Зато внешний вид устройства на высоте. В отделке используется полированный алюминий и сверхпрочное закаленное стекло. Элегантные изогнутые поверхности придают девайсу сходство с ювелирными изделиями, а общая дизайнерская концепция возвращает нас к легендарному Razer первого поколения. Особенность складного смартфона – чистая операционная система Android без дополнительных оболочек. Она работает быстрее и гарантированно получает обновления на протяжении 3 лет. Впрочем, программисты Motorola все же внесли некоторые корректировки. Как и Samsung Galaxy Flip, смартфон можно согнуть на 90 градусов. При этом верхняя часть станет экраном, а нижняя – сенсорным пультом управления. Этот складной смартфон способен произвести впечатление даже на самых искушенных. Начнем с бренда. Сейчас это единственный мобильный гаджет, продающийся под торговой маркой Microsoft. Вторая особенность – отсутствие внешнего дисплея. Такое решение сделало гаджет более тонким и прочным одновременно. При этом по-прежнему можно контролировать время и просматривать номера входящих вызовов. Внутренний экран слегка изогнут, поэтому изображение поступает между половинками шарнира. Можно даже читать сообщения, которые транслируются в виде бегущей строки. По конструкции гаджет отличается от других моделей в этом рейтинге. У него не один внутренний экран, а 2 половинки, разделенные тонкой линией. Решение не слишком практичное. Если развернуть изображение на все 8,3 дюйма, пользоваться устройством будет неудобно. Поэтому Microsoft предлагает альтернативный сценарий. Одна из частей дисплея всегда служит сенсорной клавиатурой или графическим планшетом для стилуса. Еще один способ работать с 2 разными приложениями параллельно. Единственный способ получить складной смартфон с расширенной гарантией и технической поддержкой – выбрать модель Samsung Galaxy Z Flip 3 или Z Fold 3, которые официально поставляются в наши страны. Китайские Huawei Mate X2 и Xiaomi Mi Mix Fold встречаются в продаже, но их статус остается неопределенным. А вот Motorola Razr 5G и Microsoft Surface Duo 2 – настоящая экзотика с имиджевым статусом и не слишком практичной конструкцией. Если же ты предпочитаешь смартфон покомпактнее, тебе точно стоит посмотреть вот это видео.